Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая женщина ждет вашего звонка? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады и на диагностику негатива телефон под видео. Знаете, мне показывают, что вы как будто вот скрываете свое настоящее лицо. Я не говорю, что вы там лицемерите, либо еще что-то, какие-то уловки делаете. Вот вы как будто закрылись в ракушке, да, как правильно, запишите в комментариях. Вы человечек, который бывает настоящий далеко не со всеми. Это связано с женщиной. Это связано с женщиной, которая сейчас уже вам не особо интересна. Эта женщина осталась в прошлом. Я бы назвала ее, вот как раз ее я бы точно назвала лицемерной. Женщина, которая неискренняя, женщина, которая, возможно, занималась магией, либо же куда-то ходила. Ну, то есть у нее, ручки черные, так скажем, да. Непорядочный человечек, который оставил отпечаток в вашем сердце и вашей душе. Мы не будем о ней сильно углубляться, да, но вот то, что из-за нее, да, из-за своих таких вот трагичных, вот именно трагичных личных отношений, вы сейчас поменяли свое отношение и к людям. Ну, не именно сейчас, да, кто-то раньше это сделал, кто-то вот недавно. Опять же, это зависит от того, как давно у вас произошел разрыв. Но то, что вы бываете самим собой, вот таким настоящим, какой вы есть, с очень ограниченным количеством людей. Вас настоящего знают очень и очень немногие. Напишите в комментариях, ребят, вот у кого резонирует. Давайте сделаем опрос, опять же. Вот вы с ограниченным количеством людей действительно бываете самим собой. Либо же вот вы со всеми такой вот рубаха-парень, такой, какой вы есть, да? Вот напишите в комментариях. Либо же приходится иногда одевать маску. Вот именно одевать маску, по-другому я этого не назову. Вы человечек, который живет, знаете, вот как будто по накатанной. У вас недоверие к людям, у вас даже такой, знаете, стал со временем вот как-то больше ограниченный даже круг людей, с которыми вы с удовольствием общаетесь. Если раньше вы были более такой разбитной, более веселый, вы были более компанейский, да, у вас могло быть миллион друзей, приятелей, сейчас вам этого не хочется. Есть недоверие, есть какое-то внутреннее такое, знаете, вот выгорание, упадок сил, что ли. Вот упадок сил до такой степени, что хочется просто, знаете, кому-то из вас хочется банально отдохнуть вообще от всего и от всех. Напишите, у кого это проигрывается. Я вам скажу, что у кого-то из вас однозначно есть пауза в личной жизни. Помним про общий расклад, конечно же, у кого резонирует больше, у кого-то меньше, у кого-то, может быть, это не ваш расклад. У кого-то была пауза, но я вам скажу, эта пауза была вам дана, ну, как бы даже осознанно вы ее брали, либо же кто-то сейчас взял, да, вот сознательно, вот не хочу никакую женщину. Потому что плохо, либо же было плохо. Кому-то нужен был такой период для переосмысления, да, чтобы обдумать свою жизнь. Кто-то делал вот реальную работу над ошибками. Кому-то было банально плохо. То есть, ребят, вот, ну, пауза однозначно. Напишите, у кого это резонирует, да, у кого была пауза именно вот в отношениях в личной жизни. Я не могу сказать, что вы собрались уходить в монастырь, что вы вообще там до конца жизни поставили крест на личной жизни. Нет. Вы все так же замечаете, да, что вокруг много женщин. Вы замечаете, что много достаточно интересных женщин. Но вот как-то, знаете, ну сердечко ваше абсолютно не ёкает и не реагирует на этих дам, которые вас окружают. Плюс еще, ребят, вот вы видите, ну 100% многие из вас видят, что женщины, которые, да даже в вашем окружении находятся, вот ваши знакомые, коллеги, да кто угодно, соседи,
ну, настолько какие-то то ли неискренние, то ли лживые какие-то, да, у каждого вот какой-то свой корыстный интерес, какой-то подвох. Вы знаете, много не очень хороших историй даже и о своих знакомых, может быть, о тех же соседях, там, о друзьях. То есть вы как-то, знаете, вот вы разочаровались вообще в людях, не только в женщинах, но вы в людях. Вы видите это все лицемерие, вы видите эту всю фальшь, вы прекрасно знаете, где, что и как вот эти все шухер-махер, да, кто и что творит и чудит за спиной, да, друг у друга. Причем вы знаете, что люди, которые друг другу могут в лицо улыбаться, люто ненавидеть друг друга. Напишите, у кого проигрывается, ребят. Если есть такие истории интересные, вы можете даже описать, да? То есть вот эта такая фальшь и двухличность, она сейчас очень процветает. Поэтому я бы сказала, что у вас ну, нет такого жизненного оптимизма. Помимо упадка сил, помимо того, что вам ну, пора бы уже отдохнуть. Многие из вас давно уже без отпуска. Либо же вы мало очень отдыхаете. Вам хочется отдохнуть. И у вас даже, я думаю, у многих организм кричит, пищит о том, что вот ну, мне нужно отдохнуть. Иначе начнутся болячки. Ребят, я сейчас обращаюсь к тем, кто реально давно не отдыхал. Может быть, вы по какой-то причине отпуск давно не брали, либо же совсем маленький отпуск у вас был. Ну вот реально, не забывайте про свое здоровье. Потому что когда не будет здоровья, вы понимаете, что тогда не будет ничего, и тогда ничего уже не нужно. Поэтому отдыхайте перво-наперво. Давайте-ка смотреть, какая же женщина все-таки ждет вашего звонка. Интересно. Смотрите, ребят, я сейчас буду рассказывать разные варианты. Вы будете под себя переворачивать, кому что подходит. Смотрите. У кого-то проиграется, что женщина ждет звонка, причем это женщина, которая всю жизнь манипулирует другими. Она и вами манипулировала. Возможно, даже сейчас манипулирует каким-то образом. Смотрите, у кого-то проиграется, что это может быть женщина из прошлого. У кого-то может проиграться, что это женщина, которая живет сейчас с вами. Не забываем про общий расклад, да? Это женщина, которая имеет, ну я бы сказала, вот какую-то вот, ну черную душу, ну честное слово. Вот я по-другому не могу ее назвать. Очень такой фальшивый, лицемерный человечек. Она привыкла, чтобы все было так, как она хочет. Она всегда должна быть в любой ситуации победительница. Она супер манипуляторша. Она настолько тонко манипулирует людьми, что даже порой ну, не подкопаешься. Вот реально просто не подкопаешься к этому человеку. У него талант. Это человечек, который никогда не изменится, эта женщина. Но я вам скажу, что как бы она из себя не корчила суперзвезду распрекрасную, в ее жизни тоже проблемы еще только начинаются. Она, конечно же, получит бумеранг. Ну, сегодня не об этом, да, просто так вскользь я заметила эту тему, отметила. Может быть, кто-то порадуется, кто-то, может быть, безразличный будет к этому, но тем не менее. Почему она ждет вашего звонка? А потому что и хреновенько. Она только сейчас начинает ностальгировать. В общем, смотрите, ребят, если коротко. С этой женщиной у вас была либо семья, либо же у кого-то были отношения. У кого-то, может быть, длительный роман был, но вы полагали слишком много надежд на этого человека, вы строили большие планы, да, кто-то, может быть, детей хотел от этой женщины. Но поскольку она себя не очень хорошо повела, да, по отношению к вам, мы не будем сейчас углубляться, сегодня не об этом. Не срослось и не сложилось. То есть она разрушила абсолютно ваши планы. Она в каком-то смысле разрушила даже вашу жизнь, да, потому что вы ее любили, вы именно искренне к ней относились. Вот эта женщина, она ну, абсолютно не оценила в свое время то, что вы для нее делали. Она только вот сейчас, вот, ну, может быть, недавно начинает только осознавать, кто вы были для нее и что вы для нее сделали. Только сейчас она начинает ночами плакать в подушку, она начинает анализировать свою жизнь, она начинает сравнивать вас с другими мужчинами из своей жизни, а их у нее было, в общем-то, не один и не два, как вы понимаете, да?
Ей бы очень хотелось, чтобы вы снова проявились в ее жизни, да, вот она ждет вашего звонка. Кому-то это покажется из области фантастики, но тем не менее я говорю то, что она думает и что она хочет, чего она желает. Это человечек, который, знаете, она только сейчас вот поняла, что она без вас, но она реально пропадет. Может быть, уже даже у кого-то начинает пропадать, опускаться ниже плинтуса. У кого-то может проиграться, что она начала чрезмерно увлекаться какими-то вредными привычками, да, может быть, она с рюмкой чая подружилась, у кого-то может проиграться, что она начала уж очень сильно прыгать по жезлам, да, а эти жезлы ее чисто поматросили и бросили. То есть, когда вот это все у нее в голове, ее буйной головушки начинает, так знаете, пазлы складываться, она реально начинает, ну, задумываться, что она наделала, что она натворила и какого мужчину она потеряла, то есть вас. Ей бы хотелось, чтобы вы позвонили и, конечно же, сделали первый шаг к примирению. Да, она ждет вашего шага. Но с другой стороны, она понимает, что вы этого не сделаете, потому что у вас есть характер. Она знает, что да, вы добряк до поры до времени, но когда заканчивается ваше терпение, то пойдут клочки по закоулочкам, да? Тогда будет небо мало и земли всем. Прекрасно она это знает. Я вам скажу, что у кого-то может проиграться, что она даже расспрашивает у общих, может быть, знакомых, там, родственников, друзей, приятелей. Ну, то есть, если у вас есть какой-то такой общий круг людей, которые общаются и с вами, и с ней, она расспрашивает, как вы поживаете, есть ли у вас пара, как ваша личная жизнь, да. То есть она мысленно, пока мысленно, она планирует вот как бы с вами пересечься, потому что понимает, что вот да, она звонка хочет от вас дождаться, но она его не дождется, правда, ребят? Вот давайте снова напишем в комментариях, напишите, ребят, вот вы можете наплевать на все, что было между вами, да, вот на все эти обиды, и взять и позвонить и сделать первый шаг к бывшей? Я думаю, большинству нет. Вот напишите в комментариях. Поэтому она прекрасно знает, что у вас есть гордость, у вас есть самолюбие, да, несмотря на то, как вы к ней шикарно относились, она понимает, что это всего лишь останется у нее в мечтах, да, мечтать не вредно. Здесь может у кого-то проиграться какая-то уловка от нее, вот, ну, в принципе, не за горами уже, да, вот насколько будет у нее фантазия работать, что она будет, ну, какие-то сказочки придумывать для вас, чтобы вот проявиться именно к вам, да. Она будет какие-то истории такие душещипательные придумывать, как ей плохо, одиноко, грустно, печально и тоскливо, да, что она жить без вас не может, да. Поэтому, ребят, не ведитесь, у кого проиграется такая ситуация, не ведитесь ни в коем случае. Нет, нет, еще раз нет. Это чистой воды вранье будет. Вот она просто всего лишь хочет вернуть то положение, которое у нее было рядом с вами. Те финансы, те подарки. Знаете, что убивает? Вот та ее такая вот наивность. Вот наивность, которую она не выбрасывает из своей головы. Что вот человек изменял, да, человек обижал вас, унижал. И она думает, что вы так это все перечеркнете, да, и начнете снова с чистого листа, снова начнете ее кружить, как ни в чем не бывало. Ну, это сказки про белого бычка. Не бывать такому. Ну, пусть ждет, да, может быть, до пенсии дождется, да. Что она дождется, так это то, что почтальон принесет ей пенсию, да, в лучшем случае. Но точно не вашего звонка. И еще, смотрите, есть какая-то женщина в вашей жизни, которая ждет вашего звонка. Но это скорее, я бы сказала, но это больше подходит на любовницу, ребят. Это скорее однозначно не про жену, это не про бывшую жену. Это могут быть бывшие любовные такие, может быть, даже краткосрочные отношения у кого-то проиграются. Женщина моложе вас, она может иметь ребенка. В принципе, она ставила на вас довольно большие такие планы, интересы у нее к вам были, да, но у вас не сложилось. У кого-то проиграется, что у вас на тот момент, когда вы с ней были, ну, встречались, это, может быть, были тайные встречи,
у вас была либо же семья, да, но вот вы были точно не готовы с ней заново вступать в новые какие-то отношения, да, то есть у вас была женщина, а это была, ну, такая, может быть, мимолетная какая-то отдушина. А она-то в вас влюбилась, а она-то хотела с вами все по-серьезному. Вот она, ребят, она до сих пор вас не забыла. Она скучает, страдает, тоскует. У кого-то это, может быть, прошли уже месяцы, у кого-то это годы прошли. Она вас не забыла. Ей бы хотелось снова чтобы вернулись ваши отношения, и просто не романчик вернулся, а именно, чтобы вы как-то вот более тесно стали общаться. Поэтому смотрите, ребят, думайте, кому какая ситуация подходит. Может быть, кому-то вообще эти две женщины не подходят, да, не забываем про общий расклад. Только на личном раскладе можно все по полочкам разложить, да, и понять, что кому и как подходит. Думайте сами, решайте сами, если это ваша бывшая жена, вот первый вариант, который я сказала, однозначно не ведитесь, это будет только ну, манипуляция очередная, это будет ваше повторное такое вступление на грабли, да, вот наступите на те же грабли, она снова использует и снова вышвырнет. Даже те, кто до сих пор мучаются, страдают, хотят вернуть, но это будет чисто из-за выгоды. Вот она хочет вернуть из-за выгоды, потому что, ну, никто больше ее так не носил на руках. А вот эта вот вторая, ну, смотрите, ребят, если это была просто чисто любовница, если вам грустно, печально, одиноко, ну, чем черт не шутит, попытайтесь, да, если остался телефончик, если остались какие-то контакты, вы можете всегда связаться с этой женщиной, она ждет вас, она будет рада вас видеть, и, в общем-то, у вас может начаться все с чистого листа. Поэтому дерзайте, ребята. Одиноки вы не будете в любом случае. У вас будет женщина, но это уже история совершенно другого расклада. Вот такой был сегодня у нас расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!